Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я буду готовить два вкусных пирога из готового слоеного бездрожжевого теста. Сначала готовлю начинку для одного пирога. На сковороду наливаю примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла. Высыпаю нарезанный лук. У меня 130 грамм. Все продукты для начинок я предварительно подготовила. Все, что нужно, нарезала и натерла. Количество всех ингредиентов в рецепте по вкусу. Готовлю лук до золотистости. Список ингредиентов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю через пресс 2 зубчика чеснока. Перемешиваю. И добавляю 300 грамм говяжьего фарша. Вы можете использовать любой фарш по вашему вкусу. Готовлю, периодически помешивая, пока влага из фарша не испарится, а фарш слегка поджарится. Добавляю 300 грамм шампиньонов и готовлю до испарения влаги и легкого подрумянивания грибов. Добавляю еще 1 столовую ложку подсолнечного масла. Добавляю помидоры, их вес 130 грамм. Перемешиваю. Солю по вкусу. Перемешиваю. Добавляю черный молотый перец и снова все перемешиваю. Добавляю 1 чайную ложку итальянских трав и пол чайной ложки сушеного розмарина. Жарю до готовности, периодически помешивая. Готовую начинку перекладываю в миску. Добавляю нарезанную петрушку, у меня небольшой пучок, и перемешиваю до однородности. Даю начинке немного остыть. У меня 900 грамм готового бездрожжевого слоеного теста. Тесто листовое, 4 листа. 2 листа пойдет на 1 пирог и 2 на второй. Тесто немного притрушиваю мукой и слегка раскатываю скалкой, смазанной мукой. До конца теста я не размораживала, чтобы с ним было проще работать. Стараюсь раскатать листы теста так, чтобы 2 куска получились одинакового размера. На листе теста, которым я буду накрывать начинку, делаю косые надрезы, не доходя до краев листа. Выкладываю начинку на тесто, немного отступая от каждого края, чтобы потом скрепить 2 листа теста между собой. Равномерно распределяю начинку по листу теста. Начинки можно было бы взять и меньше, но я решила выложить ее всю и слегка утрамбовать. Кстати, напишите в комментариях, с какими начинками готовите слоеные пироги вы. Мне бы интересно было об этом узнать. Чтобы листы теста хорошо соединились друг с другом, смачиваю края теста холодной водой. Накрываю начинку 2 листом и скрепляю края. Сначала прижимаю пальцами, а затем вилкой. Перекладываю пирог на противень, застеленный бумагой для выпечки. При необходимости можете смазать бумагу маслом. У меня пергамент хорошего качества, поэтому я его ничем не смазываю.
Раскатываю листы теста для второго пирога. Стараюсь раскатать листы теста так, чтобы два куска получились примерно одинакового размера. Делаю косые надрезы на листе теста. Укладываю начинку, отступая от краев. Это упаковка 125 грамм крем-сыра Филадельфия. Распределяю его равномерно по листу. Сверху укладываю половинки помидоров черри. Вес помидоров 75 грамм. Помидорчики у меня свои. Они слегка сладкие и очень вкусные. Посыпаю помидоры итальянскими травами. Их пол чайной ложки. И сухим розмарином. Его тоже пол чайной ложки. Сверху все посыпаю тертым сыром. Сыра у меня 100 грамм. Можно использовать любой сыр твердых или полутвердых сортов. Смачиваю края теста холодной водой. Накрываю вторым листом теста и скрепляю края. Сначала прижимаю пальцами, а затем вилкой. Перекладываю пирог на противень. Здесь одно яйцо. Перемешиваю его вилкой до однородности и смазываю им пироги. Посыпаю пироги семенами кунжута. Пирог с крем-сыром и помидорами черри посыпаю семенами белого кунжута. А мясной пирог посыпаю смесью семян белого и черного кунжута. Отправляю пироги выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 200-220 градусов в режиме вверх-вниз на средний уровень примерно на 35-45 минут в зависимости от вашей духовки до золотистой корочки. Мои пироги готовы. Переложила их на доску и даю им немного остыть. Так как пироги большого размера, показать их полностью со всех сторон я не смогу. Отрежу по кусочку каждого пирога. Вот такие вкусные слоеные пироги у меня получились. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этих пирогов из слоеного теста, вы сейчас видите на экране. Готовятся пироги недолго, рецепт простой. И когда не хочется возиться с тестом, но при этом хочется вкусного пирога, я готовлю пироги из готового слоеного теста. Они получаются хрустящими и вкусными. В общем, все как я люблю. Моим мужчинам пирог с крем-сыром и помидорами черри нравится даже больше, чем пирог с мясом, хоть они у меня и очень любят мясо. В общем, готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!